yapacağız. Bunun için bir patates, bir havuç, одна mорковка, kereviz sapı, arzu etmezseniz koymayabilirsiniz. Tamam. Tavuk eti, Bu beyaz, pişmiş, göğüs değil mi? pişmiş, didiklenmiş. Tavuk suyu, Так, бульон куриный, bulyon, 2 kaşık yoğurt, Две. 1 yumurta sarısı, желток и 2 столовые ложки йогурта, курица отварная, грудинка, 2 kaşık un, 2 столовые ложки муки şehriye. и вот такие макаронки. Küçük kes doğrayacağız. Это будет такой турецкий суп с макаронками и с куриным мясом. Очень вкусный и готовится очень просто на самом деле. Так что обязательно попробуйте. Вот так мелко, видите, порезали морковку такими мелкими кубиками. И тоже так мелко картошку. Şimdi 1 kaşık tereyağı koyuyorum. 1 столовая ложка сливочного масла в кастрюльку и растапливаем. Havuçları atıyorum. Морковку. Patates koyuyorum. Спустя 2 минуты и картошечку отправляем. Бульон куриный. Üzerine su. И необходимое количество воды также добавляем. Varsa bütün tavuk suyu da koyabilirsiniz. Или можно готовить только на курином бульоне. Atıyorum. Солим. Kaynamaya bırakıyoruz. И закрываем крышкой и оставляем до закипания. Suyumuz kaynadı. Patatesler, havuçlar biraz pişti. Водичка закипела, бульон, и картошка с морковкой где-то 5 минут поварились и уже полуготовые. Şehriyesini atıyorum. Добавляем макаронки. Tavuğunu atıyorum. И кусочки курицы тоже сюда. Можете попробовать также на соль, чтобы всего хватало. Şehriyelerin pişmesini bekleyeceğiz. И, в общем, будем на среднем огне готовить до готовности макарон. Şimdi yumurta, yoğurt, un karıştırıyoruz. Делаем такую заливку, заправку для супа, йогурт, желток и мука. Все хорошенько перемешиваем, чтобы не было комков. Немножко лимона, это 2 столовые ложки. Şunu az su koyacağım. Biraz suyla açıyorum. Немножко добавить немножко воды нужно, чтобы было такое более жидкое, чтобы оно хорошо разошлось в горячем супе, иначе оно может комками быть, если очень-очень густое. И сейчас добавляем соус. Şimdi çorbamız oldu. Terbiyesini yapıyoruz. Önce şundan 2 kaşık koyalım, ılısın. Чтобы немножко температура была другая, более схожая с супом, мы добавляем сюда пару ложек бульона теплого, горячего. И возвращаем обратно, хорошо помешивая вот так тщательно, чтобы не было комочков. И поверьте, суп это просто обалденно вкусный. Готовится элементарно просто, но очень вкусный. И дети любят, и взрослые, поэтому обязательно попробуйте. Çorbamız biraz kaynayacak. Sosuyla en son kerevizlerini koyup kapatacağız.
И, в общем, подождем, пока суп закипит, где-то пару минут он пускай покипит, и потом добавим сельдерей. Можно без сельдерея, кстати. Evet, çorbamız kıvamını buldu. И видите, какой супчик получился? Şimdi kerevizini koyuyorum. Добавляем сельдерей и зелень. Можно без нее, как говорила уже. И все, суп готов. Приятного аппетита. Tamam, çorba hazır. Çorba hazır. Evet. Afiyet olsun. Eline sağlık, teşekkür ederiz. И вот какая вкуснятина у нас получилась, так что обязательно готовьте, не пожалеете. Понравится вам, да, Паша? Да. Обязательно. Все, приятного аппетита всем и будьте счастливы. Пока-пока.